Время женщин только сейчас наступило. В мозге нету кнопки денег. Женская стратегия лидерства – объединяй и обучай. Что подружит, к слову, и мужской, и женский мозг между собой. Мой мозг как будто протерли тряпочкой. Я сначала хотела лечить животных. Женский мозг изначально более стрессоустойчивый. Да? Что бы с нами ни происходило, мы нормальные. Мужчина – это охотник по своей натуре. В Силиконовой долине в последнее время хантит в основном женщин. Что я могу сделать для того, чтобы у меня было то, что я хочу? Его жена Pentium 10, а он Pentium 3. Они путают интуицию и повышенную тревожность. Проникнуть в головной мозг, не вскрывая черепа. Это кнопка страха, это кнопка риска и это кнопка удовольствия. Выбирайте правильную спутницу, дорогие мужчины. Ни один муж не пострадает. Если мы познакомимся со списком ученых, то меньше всего мы увидим там женских имен. Говорят, что женский мозг меньше всего подходит для науки. Так ли это? Сегодня мы об этом поговорим и вообще о разнице между мужским и женским мозгом с автором более 100 научных работ, доктором медицинских наук Анной Прохоровой. Анна Владимировна, вы основали более 5 лет назад Академию ментальной эффективности, и уже более 5000 счастливейших женщин научились взаимодействовать со своим мозгом более чем в 32 странах. Щепетильная тема. Битва полов, можно сказать. Давайте поговорим. На самом деле я всегда против каких-либо битв, против каких-либо крайностей. Я всегда за поиск некого консенсуса, некого компромисса. И поэтому тема мужского и женского мозга, она правда очень интересная, потому что вот эта бинарность – это для мужчин, это и для женщин. Это про мужчин, это про женщин. Она на самом деле сейчас нейронаукой все больше и больше отвергается. И все больше и больше мы рассматриваем с некой такой не то что объединяющей, а более тонкой точки зрения, как устроен наш мозг, в том числе с точки зрения его половой принадлежности. Поэтому, правда, будет очень интересная дискуссия. Но насколько мужчины и женщины по-разному принимают решения в любви, в лидерстве, в управлении, в отношениях, когда наступает период рисков, когда наступает период стресса. Все это очень большие темы. Да, это действительно так. И на самом деле буквально до 21 века, да даже буквально до последних 10 лет в нейронауке мозг действительно рассматривался прямо вот в этих двух полярностях. Мозг мужчины, мозг женщины, и действительно есть некие анатомические особенности, есть некие функциональные особенности. Например, мозг мужчины, он несколько больше. И это не зависит от того, что мужчина в принципе больше. Средний по популяции мозг мужчины, он несколько больше. Допустим, те части мозга, которые отвечают за эмоциональное реагирование, больше, даже анатомически, больше у женщин. И считается, что мужчина менее эмоциональный, женщина более эмоциональная, вернее, считалось. А сейчас очень интересная концепция, собственно, почему по-разному принимаются решения. Потому что нейронаука сейчас приходит все больше и больше к выводу, что мы по-разному реагируем на многие вещи, потому что изначально в разных условиях воспитываются мальчики и девочки. Изначально разный контекст. И мозг, он очень пластичный. Это единственный орган, который продолжает эволюционировать, развиваться в течение всей нашей жизни. И во многом от того, какой мы будем иметь мозг, в плане функционала в том числе, зависит от того, в каких условиях среды мы с вами изначально развивались. И согласитесь, что девочку, в большей части изначально погружают в куклы, в домохозяйство, в управление какими-то бытовыми моментами. Мама ее обучает тому, что, по общественному мнению должна уметь делать девочка, как она должна себя вести. То есть нормы этики, морали, менталитета очень много оказывают, очень большое влияние оказывают на то, как будет принимать решение хозяйка этого мозга. Точно так же касаемо мальчиков. Изначально считается, что мальчики должны меньше плакать, быть более такими решительными, более быстро принимать решения в принципе. И, соответственно, среда, в которой растет мальчик, достаточно сильно
отличается от среды, в которой воспитывают девочку. Вот давайте как раз разберем хороший пример. Вы мама двух уже мужчин, мальчиков, и обладаете этими навыками, знаниями, как вы воспитывали и как вы формировали в них лидерские качества, как вы формировали с учетом этих знаний совершенно, возможно, иначе и по-новому принимать решения. На самом деле очень долгий период я воспитывала мальчиков одна, и это был, правда, очень такой больной для меня вопрос, как сделать так, чтобы не было вот этого женского контента и контекста чересчур много, потому что наши дети, они нас не слушают, они на нас смотрят. И, естественно, те зеркальные нейроны, которые копируют наши поведенческие стратегии, у детей очень активны. Очень активны. И есть очень хороший лайфхак. Как сделать так, что даже если случилось, что вы воспитываете мальчиков без наличия взрослого мужчины рядом, заложить у них мужские стратегии поведения. Найти тех мужчин, которые будут для них ролевыми моделями. Например, тренер, учитель, репетитор, наставник. И на самом деле это задача мамы позаботиться о том, чтобы у ее мальчиков, у ее сыновей были правильные ролевые модели. А с другой стороны, я считаю, что это крайне важно закладывать в мальчиков такую эмпатию, да, семейные ценности, правильные взаимоотношения между мужчиной и женщиной в целом. И тогда их мозг развивается абсолютно, ну, скажем так, по более по верхнему контуру, я это так называю. То есть есть верхний контур развития, когда мы максимально реализуем все, что нам дано природой, все, что в нас заложено. Ну и, соответственно, нижний контур развития. Так вот, среда, она обуславливает как раз-таки очень многое. Сейчас вообще современный мир очень активно стремится к тому, что больше женщин занимает руководящие посты, и какую роль в данном случае играет функциональность, наша нейрофункциональность, и сильно отличается, мозг же задает тон, как сильно отличается управление мужчины и женщины. И при каком управлении мир станет лучше, или все-таки нельзя это Ах, делить? какие провокационные А, вопросы. На самом деле я люблю такие вопросы по краю, потому что они действительно важны. И опять-таки я всегда против того, чтобы конфликтовали мужское и женское начало. Ну, не зря даже у нас в организме есть мужские и женские гормоны, как у мужчины, так и у женщины. И просто их соотношение определяет, какой гендер и какое поведенческое, да, направление мы выберем. Но есть, тем не менее, разница. Есть мужской тип лидерства, который называется так концептуально «разделяй и властвуй». То есть мужчина — это охотник по своей натуре, у него очень развито фокусное внимание, ему очень важно побеждать, ему очень важно вот это вот ощущение победителя, что я главный, я единственный. А для женского типа лидерства это более такое человекоцентричное начало, и женский тип, женская стратегия лидерства — объединяй и обучай. И именно поэтому у женщины более развита эмпатия, более развиты, в принципе, те зоны мозга, которые отвечают за эмоционирование, за чувства, за то, чтобы более правильно и тонко чувствовать другого человека. Это не значит, что мужчина этого не умеет. И у него тоже с этим все в порядке, если он попал в нужный контекст. Но это можно развить. Да? Поэтому вот человекоцентричное лидерство — это больше про женское лидерство. И сейчас как раз-таки мир приходит к тому, чтобы мужчина и женщина были рядом не только с точки зрения семьи, но и с точки зрения управления бизнесом. Это более такой, я бы сказала, эволюционно правильный тип развития. вот очень интересно, когда они оказываются на одной территории, при этой правильной стратегии, когда они умеют договариваться. Но что, если свои роли не совсем понимают мужчина и женщина, они продолжают конкурировать между собой, опираясь на такие факторы, как стресс, как эмоциональная сторона. Очень часто миф или не миф, вы как врач лучше об этом скажете, когда говорят, есть ремарка, у нее сейчас сбои, сами знаем какие. А на самом деле, да,
Между прочим, я вам скажу очень интересный факт. В некоторых странах, например, в Японии, женщина имеет право получить даже больничный лист, если у нее ее критические дни протекают с выраженным эмоциональным сбоем. И даже преступления, совершенные в этот период, если врач действительно докажет, что у женщины были выраженные эмоциональные сбои, они могут, в общем-то, оправдаться, их совершать, но тем не менее это имеет место быть. Так вот, что касается женской цикличности, она действительно оказывает влияние на эмоциональный фон, на наше настроение. И даже есть такие работы, которые говорят о том, что те или иные решения, те или иные дела есть смысл планировать в соответствии со своим ежемесячным календарем, потому что это гормональная такая интересная очень составляющая нашего организма. И женщине важно это знать. Правда, важно это знать. То, что касается мужчины, мужчине, во-первых, тоже это важно знать про женщину, но я бы рекомендовала здесь относиться к этому ну, так прагматично, что ли. То есть если ты знаешь особенности своего организма или особенности организма своих сотрудников, предпринимать какие-то меры заранее. Ну, значит ли это, что при конкурирующей среде у мужчины остается больше привилегий, когда его нанимают или продвигают по карьерной лестнице? Все зависит от того, в какой сфере трудится мужчина или женщина, но я бы не стала так категорично заявлять, что отсутствие какой-то гормональной цикличности у мужчины дает ему преимущество в карьерном росте или же в принятии решений. Как раз-таки именно вот это предубеждение мешает многим посмотреть на женщину как на полноправного сотрудника, на полноценного члена команды, на человека, который может привнести очень много, только потому, что она женщина, только потому, что она более тонко чувствует ситуацию. Кстати, опять-таки интересный факт. В Силиконовой долине в последнее время хантят в основном женщин в управленческие структуры. Почему? Потому что чем турбулентнее время, чем оно непонятнее, чем более туманно и чем больше нам нужно двигаться по приборам, тем больше требуется женская интуиция, тем больше требуется вот эта женская эмпатия и умение чувствовать коллектив, умение чувствовать ситуацию в принципе. Но здесь тоже очень важный момент, и тоже обусловлен и особенностями работы мозга, и особенностями нашего гормонального обеспечения. Очень часто женщины, которые, ну, скажем так, не умеют слышать свое тело или живут в кредит у тела, списывают свою якобы интуицию на повышенную тревожность. Вернее, не так. Они путают интуицию и повышенную тревожность. И зачастую за интуицию принимают голос своей тревоги, что не есть одно и то же. И как раз-таки очень часто, опять-таки, вот мне хочется обратиться к женщинам с той точки зрения, что изучать себя очень важно, свое устройство, потому что зачастую мы списываем на усталость, на, опять-таки, тот же самый свой цикл, на какие-то погодные моменты, первые звоночки, которые говорят о неблагополучии нашего мозга, о том, что мозг устал, о том, что пора принимать какие-то меры, пора, по крайней мере, изучать его, чтобы им управлять. Ведь мы можем, ну, согласитесь, управлять только тем, чье устройство мы, по крайней мере, знаем, ну, хотя бы базово. Ну, безусловно, все в этом мире нуждается в образовании, вы этому пример. Есть очень две популярные темы, самые, наверное, актуальные во все времена — это отношения и деньги. Да, еще здоровье. И здоровье, безусловно. Это прям вот деньги, отношения, здоровье на все времена. Вот 3 темы с точки зрения мужского и женского мозга. Как мужской мозг смотрит на деньги и на их заработок, и на постановку цели, связанные с деньгами, и как на это смотрит женщина, возможно, женщина современного мира. Очень интересно, и сейчас я вам, возможно, расскажу такой факт, который перевернет ваше отношение, в принципе, к деньгам и к способу их зарабатывания. Дело в том, что в мозге нету кнопки денег. Ну вот просто нету. То есть почему? Потому что деньги это очень эволюционно. Нас обманывали все время. То есть деньги это очень эволюционно молодая
субстанция. Ну, деньгам около 7000 лет. И для мозга, для эволюции, вернее, это очень короткий срок, чтобы она что-то создала под этот смысл, ну, в том числе в нашем мозге. Соответственно, кнопки денег нету, но есть другие кнопки, которыми обуславливается наше отношение к деньгам и наши поведенческие стратегии зарабатывания. Это кнопка страха, это кнопка риска и это кнопка удовольствия. То есть наш мозг, как мозг мужчины, так и мозг женщины, относится к деньгам и к стратегиям их создания, получения, хранения, траты через вот эти 3 нейроконтура. Контур страха, контур удовольствия, контур риска. И вот теперь очень интересный такой момент. Кто больше склонен к риску, мужчина или женщина? Ну, кажется, как будто бы мужчина. Как будто бы мужчина. А кто более смелый, мужчина или женщина? Вот как-то тоже хочется сказать мужчина, хотя, зная свое окружение женщин, я могу точно сказать, что женщины просто наисмельчайшие. А что касается удовольствия от денег, от их возможностей, Но здесь больше женщины. и вот смотрите, как интересно. То есть вот соотношение этих 3 кнопок, скажем так условно, неважно, это мозг мужчины или мозг женщины, обусловит уровень вашего богатства. То есть как у вас взаимоотношения с риском, со здоровым риском, безусловно, да? Все бизнесмены прекрасно знают, неважно, это женщина или мужчина, что без доли определенного риска совершенно точно говорить о более высоких заработках сложно, когда у вас все прогнозируемо и одно и то же. Да? То есть, и опять-таки, ваше отношение со страхами, идете ли вы туда, где вам страшно, потому что все новое, а опять-таки новые стратегии зарабатывания – это страшно. И вот вам больше страшно или больше интересно? Вы готовы рисковать или вы вот прям за такую стабильность? Ну, как будто бы постановка самих слов, она уже определяет тот характер, к которому мы хотим присоединиться. Когда мы говорим «интересно», как бы загорается такой некий азарт. А когда мы говорим «страшно», мы «так, надо с этим срочно справиться». Да, и вот как раз-таки, если вы возьмете состоятельного мужчину или состоятельную женщину, вы обнаружите, что они готовы рисковать, что они готовы идти в свои страхи, и что они имеют огромное удовольствие даже не столько от траты денег, сколько от поиска способов их заработать. Потому что опять-таки есть такая формула, когда вы совершенно точно будете богаты, когда ваше удовольствие от зарабатывания чуть больше, чем удовольствие от траты. Потому что если мы не любим тратить, ну смысл нам зарабатывать, нам достаточно того, что есть. Вот. И вот это вот очень интересно. А вот давайте сразу, пока мы говорим, когда наш интерес, да, удовольствие от трат, соответственно, мотивации и достижений, мы остановимся на этом моменте, как разогнать этот интерес в удовольствие к зарабатыванию денег. Вот этот рецепт от доктора медицинских наук. И отличается ли он от рецепт для женского мозга и рецепт для мозга мужского? Опять-таки, да, очередной каверзный вопрос. Дайте нам рецепт, как быть. Хочется волшебной таблетки, а вы нам все тут... Но на самом деле это особенность людей искать волшебную таблетку, потому что мозг, в принципе, существо такое ленивое, ему не хочется тратить энергию на поиск длинных путей. Ему вот коротко, ясно, понятно. И здесь, опять-таки, смотрите, какой интересный момент. Есть люди, которым много надо. Вот они от рождения такие. Вот им нужно много, у них высокий потенциал, и они жадно живут жизнь. Это биологическая базовая настройка. И вот у таких людей априори больше шансов заработать. Есть люди, которым достаточно немного, они довольствуются малым. Это не хорошо, не плохо, это просто их базовая, опять-таки, настройка. И здесь ждать каких-то больших скачков или же их отклика на ваши мотивирующие речи. Посмотри, сколько возможностей вокруг. Ну, посмотри, мир такой щедрый на... Не работает. Не работает. То есть вот это нужно просто понимать изначально. То есть насколько много вы хотите в принципе. И очень интересный лайфхак, как понять, вот сколько я хочу, да, или другой человек. Обратитесь к своим детским мечтам.
а посмотрите, чего вы хотели в детстве, кем вы хотели стать. А что вы хотели создать? То есть есть дети, которые говорят какие-то вещи, которые им хочется создать, придумать. Ведь в детстве фантазия не ограничена. Мы, в принципе, позволяем себе мечтать чуть ли не сразу в космос. Но есть дети, которые мечтают вот так широко, а есть дети, которые очень скромно. Опять-таки, это обусловлено многими факторами. Вот дети, которым крутят у виска взрослые, говорят, что ты придумала? Вообще, какое лекарство от бессмертия? Какой полет в космос? Какой там дом на колесах? И так. Вот это уже про то, что им нужно много этим детям. И если не заглушать их потенциал, не говорить им, ну что ты, ну глупости не говори, давай вот будешь работать там, я не знаю, вот, чтобы спокойно, понятно. У нас все дома были там финансисты, и вот ты будешь работать финансистом. Это вот первая история, на которую нужно посмотреть. Дальше очень важно понимать, что мозгу нужны обоснования. То есть я не просто много хочу, да, то есть хочу — это такая несколько инфантильная история. И здесь очень важно понимать, а для чего мне такое количество денег? Ну, потому что деньги — это ведь средства. Это средства, которые мы обмениваем на что-то. И вот на что вы хотите это обменять? Когда вы сами себе объясняете, именно очень так понятно аргументируете, для чего вам это надо, то, естественно, у мозга больше шансов найти путь, найти способ. Но и плюс еще очень важный момент, все равно очень важен контекст. То есть в каком обществе вы живете, что видят постоянно ваши глаза, потому что 80% того, что попадает в мозг, попадает через глаза. Что вы видите? Какие разговоры вы говорите? Чем вокруг вас живут люди, с которыми вы общаетесь? Что для них ценно? Какие ценности? И вот эта вот история, она тоже про то, а как много вы сможете достичь и как много вы сможете захотеть. Потому что, еще раз говорю, хочу — это немного инфантильно. Что я могу сделать для того, чтобы у меня было то, что я хочу? И вот это умение делать действия, а для этого нужно перед собой видеть примеры других людей, которые эти действия делают, и умение выдержать то, что ты получил. Это был мой следующий вопрос. Да. Под умение выдержать. Я очень часто слышу это понятие, этот тезис, и в том преподавании, которое у вас есть на ваших курсах, на ваших выступлениях, и мы беседовали не раз на эту тему. Умение выдержать — вообще тема очень большая, которую вообще в принципе хочется раскрыть отдельным подкастом, но сегодня, думаю, есть смысл ее поднять, потому что в том числе заострить внимание на том, имеет ли разница между тем, сколько может выдержать мужской мозг и выдержать женский мозг, или также никакой разницы нет. Выдержать, если мы говорим в плане стрессоустойчивости, это одна история. И здесь на самом деле женский мозг, он в фаворе. Женский мозг изначально более стрессоустойчивый, даже не столько женский мозг, сколько сама женщина более стрессоустойчива, потому что я всегда говорю о том, что женщина — это любимица эволюции. И женщина изначально очень, скажем так, многозадачность у нас нету сейчас такого термина в науке, есть быстрая переключаемость. Но женщина способна решать в единицу времени много разных задач. Какую-то лучше, какую-то хуже, но ее способ удерживать внимание, он отличается от мужского, он такой веерный, потому что изначально ей нужно было следить и за очагом, и за детьми, и за тем, чтобы в пещеру никто не зашел, да, то есть, а у мужчины фокус — поймать зверя, да, убить мамонта, притащить в пещеру. Поэтому вот изначально, когда наступают какие-то сложные, турбулентные времена, женщина натренирована теми же своими детьми изначально выдерживать их лучше. Мужчина более сложно переживает какие-то форс-мажоры, особенно если они часто случаются. И, возможно, поэтому так важно, какая спутница у этого мужчины, если она создает ему, скажем так, семейный уют, семейный очаг и не является дополнительным стресс-фактором. Выбирайте правильную спутницу, дорогие мужчины. Мы вообще следующий подкаст об этом поговорим. Поговорим про отношения
через призму мозга. Но не зря же есть вот эта вот история, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, потому что, по сути, отношения — это такая же работа. Это такая же работа. Они по умолчанию в нас не встроены, не спускаются к нам с небес. Это то, что мы создаем. Влюбленность может спуститься, а любовь точно нет. Ее нужно создавать. И вот этот момент, он, конечно, для следующего подкаста, мне кажется, прям оптимален. Да, хочется много, да, всего. Мгм. Очень жадно хочется. Да, так вот стрессоустойчивость, она у женщин однозначно базово более, скажем так, высокая. Мгм. Другой смысл, другая, вернее, сторона вопроса, что выходить из стрессовых историй без потери для здоровья, вот этому нужно учиться, потому что это тоже важный навык. А вот умение выдерживать результат, вот это другое умение, да, потому что это тоже стрессовая история, когда вдруг ты стала богаче своих подруг, или вдруг ты получила некую должность или получил, которую твои друзья только мечтают получить. Окружение начинает меняться, и для тебя это очень непростая история, когда нужно не только тебе выдержать новый контекст, но и выдержать реакцию других людей на твой новый контекст. И вот это вот очень такой сложно устроенный навык, но без него расти и в том числе увеличивать свои деньги на счету и увеличивать свой социальный статус очень сложно. И это как раз-таки взаимоотношения между определенными нейросетями головного мозга, когда мы умеем правильно понимать, что с нами происходит, как нам на это нужно реагировать, почему это происходит. И самое главное, понимаем, что бы с нами ни происходило, мы нормальные. С нами просто что-то происходит. И нам нужно понять, что это, для чего и как на это реагировать правильно, с пользой для себя. Я думаю, это хороший момент, чтобы поговорить о кейсах и примерах ваших учениц, потому что с каждым обучением они как раз же и сталкиваются с новой собой, с новым статусом, с умением уже и навыком выдерживать новые взгляды, новые восприятия, потому что жизнь каждый меняется, очень, очень много кейсов. Это и разница в том доходе. Многие ставят совершенно новые амбициозные цели, которых не было до этого вообще никаким образом на горизонте. И они их очень быстро реализовывают благодаря правильной инструкции и работе с мозгом, и немножко оставляя место чуду. О чем мы можем как раз рассказать нашим зрителям, потому что было бы интересно, как это все можно примерить на примере конкретных людей. Мне очень нравится метафорический язык, которым говорят мои выпускницы. Очень такая интересная фраза: «Мой мозг как будто протерли тряпочкой». И причем эта фраза принадлежит очень сильному эксперту в юриспруденции, которая в своей профессиональной сфере просто звезда. И она не могла ожидать, что что-то еще может быть лучше, круче, ярче. Буквально недавно я с ней виделась в Москве, она живет именно там, и познакомилась с ее супругом, которому очень интересно было узнать, кто же тот эксперт, благодаря которому, как он сейчас говорит, его жена Pentium 10, а он Pentium 3. И на самом деле вот эта вот история, она ценна тем, лично для меня, что все, кто ко мне приходит учиться, знают мое обещание, что ни один муж не пострадает. А для меня очень важно, чтобы, когда женщина становилась другой, она не забывала, кто был с ней рядом, когда она была в прежней версии. Потому что на самом деле, когда женщина становится другой или мужчина становится другим, неважно, для всех близких это тоже стресс. И нужно дать время на адаптацию не только себе, но и тем, кто тебе дорог, не разрушив отношения. И здесь самый простой лайфхак — объяснять, во-первых, что происходит, говорить о том, что я по-прежнему тебя очень сильно люблю. И самое главное — иметь те якоря, которые говорят важным для тебя людям, что ты на самом-то деле осталась прежней. Если твоему мужу... И опять-таки об этом важно говорить. Я всегда... Вот опять-таки такой пример, да?
Когда женщина очень часто переживает о том, что когда она начинает личностно расти, больше зарабатывать, когда у нее случается карьерный рост, могут отношения с супругом каким-то образом испортиться. Но вы же сами являетесь тем самым примером, который рушит этот миф. Вот о чем речь. И здесь вообще не факт, кто сколько зарабатывает. Здесь вопрос в том, что является клеем для ваших отношений. И вот про этот клей, про эти метрики очень важно проговаривать с близким человеком. Когда, например, для вашего мужа очень важно, чтобы вы, несмотря на все свои статусы, должности, регалии, разговаривали с ним по вечерам и спрашивали о том, а что произошло у него на работе, выключая свои телефоны и выделяя полчаса только для вашего общения. Поверьте мне, это оберег на весь ваш карьерный рост. Если вы найдете тот простой лайфхак, который важен для вашего супруга или для вашего ребенка. Вы можете ездить в командировки, вы можете быть великолепным экспертом, который много времени вкладывает в работу с другими людьми, но если вы нашли какую-то метрику, которая важна для вашего ребенка, например, вы с ним читаете перед сном, буквально 15 минут, или вы точно знаете, как зовут его любимых кукол, ее любимых кукол, или кем он хочет стать, о чем он мечтает. Это так важно, разговоры глаза в глаза. Вот эти разговоры глаза в глаза — это времяпровождение в рамках тех ценностей, которые важны только вам вдвоем. Это оберег на любой ваш масштаб и рост. Это важно. Вот это важно. И это тот клей, который не позволяет разрушиться отношениям. Мы хотели поговорить в следующем подкасте. Мы начали уже подводку, спойлер, да, к следующему подкасту, потому что тема очень большая про отношения между мужчиной и женщиной, какую роль в этом занимает мозг. Вы подняли тему, что один из главных моментов нужно, кстати, кто закрыл глаза и представил или вспомнил, кем он хотел стать в детстве, кем в детстве хотели стать вы. Я сначала хотела лечить животных, то есть я хотела быть ветеринаром. Просто я тащила домой всех собак, кошек, птичек. Я удивлялась, почему нельзя сделать гнездо из травы, поставить его на дерево, и чтобы туда прилетела птица. Это же понятно, что птица вот видит гнездо. Даже так логично. Я делала эти гнезда из травы. Вот. Я тащила домой всех слепых котят с гноящимися глазами. Вот. Мама была в шоке. Поэтому вот эта вот помогающая история, она изначально была такой фоновой. А потом я хотела стать художницей, потому что я правда хорошо рисую. И была другая очень интересная история, когда в школе мой талант обнаружился лет в 11. У нас пришла очень чудесная Лидия Евгеньевна, я до сих пор ее помню, Лидия Евгеньевна Раджапова. Вот насколько запоминаются учителя, да? То есть это было 40 лет назад. И она пришла на родительское собрание и говорит: так, кто здесь мама Ани? Ну, моя мама такая встает, думает, я что-то там натворила. И она говорит: я. Вы почему до сих пор ничего не предпринимаете? Мама говорит: а что нужно предпринимать? Она говорит: ваш ребенок талантливый. Она так рисует. Почему вы до сих пор ничего с этим не сделали? Хотела сделать комплименты, как будто отчитала. Да, ну вот она такая крупная женщина с очень таким вот менторским тоном. И мама говорит: а что с этим нужно делать? Она говорит: развивайте ее талант. Мама приходит домой, а тогда были голодные 90-е, и говорит папе: ты знаешь, наша девочка талантливая, нужно что-то с этим делать. Папа начинает там звонить всем своим академическим друзьям и искать художника, который мог бы заниматься с его талантливой девочкой. А мама в это время звонит своей маме, которая была начальником госплана, и говорит: мама, Анечка талантливая, она должна стать художником. На что моя бабушка сказала: художником она будет для мужа, а так она будет врачом. Все решено. И, по сути, вот эта вот история, что, но тем не менее, мама с папой отдали меня в студию, я рисовала, участвовала в выставках, и до сих пор я периодически рисую акрилом. Но, тем не менее, у меня очень интересная версия, как получилось объединить и не загубить вот эту историю про рисование. Есть такая очень интересная фраза, что врачи дорисовывают линию жизни на руках людей. Очень интересно, можно подробнее? Помогаем людям жить дольше, лучше, качественнее. И вот это вот очень красивая такая метафорическая история, что врачи дорисовывают линию жизни на руках. И я совершенно точно знаю, что я дорисовываю эту линию благодаря тому,
что я умею дать людям не только через какие-то лекарственные интервенции, через какие-то врачебные протоколы, но и через вот это умение проникнуть в головной мозг, не вскрывая черепа, понять, о чем думает человек, что его беспокоит, что для него важно, о чем он молчит. Вот умение понять, о чем человек молчит, я считаю, это высшее искусство не только врача, а любого человека, который контактирует, помогая через свою профессию другим людям. Но сейчас вы уже помогаете не только дорисовываете эту красивую линию жизни, вы уже учите прекрасных женщин рисовать ее самостоятельно. Таких женщин уже более 5000 в 32 странах. И буквально недавно на прошедшем форуме, белом форуме, который сейчас его так называют «Женщина разумная, женщина будущего», многие в этом убедились. И до сих пор говорят об этом событии, которое произошло. Это, наверное, было одно из немногих из первых мероприятий, где во время мероприятия за несколько часов, а если быть конкретнее, более чем за 3 часа, ни одна женщина не встала со своего места, потому что, как делились с нами, жадно поглощали и впитывали ту информацию, которую получали, эту энергетику, эту атмосферу. И это же действительно то самое воплощенное в коллаборации. Я очень люблю слово коллаборация. Я занимаюсь коллаборациями более 10 лет, и вот это совместить несовместимое в данном случае научную медицинскую среду с творчеством, с художеством и создать нечто совершенно новое, что подружит, к слову, и мужской, и женский мозг между собой. И напомню, что тема следующего подкаста, она у нас про отношения и про то, как женщине быть счастливой. И там мы больше поговорим как раз-таки о том, как вообще Анне Владимировне удалось, будучи научным сотрудником, построить великолепную семью с творческим человеком, и как они могут, и как они нашли между собой общий язык, потому что принято, наверное, рассматривать семью через призму, как вы уже упомянули, муж добытчик убил, прибил, Да, принес, убил, прибил, а принес. женщина дома порхает, творит и рисует картины, но красивое время настоящего показывает, что самое главное — это договариваться, уметь договариваться людям друг с другом. И завершающий вопрос, который я хочу задать, с него мы на самом деле и начали, о том, что в научной среде принято считать, что женский мозг не так уж и адаптивен к тому, чтобы там находиться. Насколько это мифично и почему на самом деле имен женских в списке топ-бестселлеров меньше. На самом деле это можно объяснить исторически, потому что женщина к образованию в принципе была допущена не так давно по меркам истории. И изначально задачей женщины считалось только деторождение. Поэтому женщина автоматически не могла быть наравне с мужчиной в сфере науки. Автоматически. Но мне очень нравится история Марии Кюри, которая дважды Нобелевский лауреат. Мало того, что она дважды Нобелевский лауреат, ее дочь тоже Нобелевский лауреат. И это очень интересная история именно вот такой женской преемственности. Поэтому здесь вопрос спорный, почему их мало, спорный в том плане, объясняется ли это женским мозгом или мужским, точно нет. Это объясняется больше исторически. И поэтому то, что сейчас происходит в той же самой Силиконовой долине или в принципе в мире науки, там приедьте на любой конгресс, и вы увидите на научной, что женщин там значимо больше мужчин. Поэтому я бы развеяла этот миф, объяснив, что на сегодняшний момент этот список такой, потому что так сложилось исторически. Были разные задачи у мужчин и женщин, были разные функционалы у мужчин и женщин, и поэтому время женщин только сейчас наступило, в том числе и в науке. И, кстати, футурологи говорят о том, что через 10 лет более половины всех денег Земли будет принадлежать женщинам 40+. Так что проверим. Будем проверять. На этом мы завершаем наш подкаст. Увидимся в следующих интересных, научно-познавательных, простым женским и не только женским языком. Однозначно увидимся, потому что
Когда я получила свою первую тройку в институте, это была как раз-таки неврология, тройка по неврологии. И у меня был тогда грудной ребенок, и я спросила своего педагога, сейчас мы с ним в одном ученом совете, а тогда он был доцент, а я обычная студентка. Я спросила, ну почему тройка, давайте я пересдам, это первая в моей жизни тройка. А он сказал, потому что даже я неврологию на 5 не знаю. Поэтому вот эта вот история познания мозга, это история познания собственной Вселенной. У каждого из нас есть собственная, персональная Вселенная. Ее так интересно изучать, поэтому будем продолжать. А ваша Вселенная уникальна. Никогда об этом не забывайте.